Привет, Сахалина. Меня зовут Илья. Я собираю самолет Е-12НК. Вот новый формат пробую. Значит, сегодня я... А что делал-то вообще? Столько времени, блин. Я запускал двигатель. Я знаю, что запускать двигатель без винта не очень правильно, конечно. Вот, но очень хотелось попробовать, короче. Капец сложно, блин. Сколько раз я кого-то записывал, а сам себя первый раз пишу, блин, и что-то как-то не это. Перед камерой сидеть, конечно, не прикольно. Гораздо проще наговаривать, когда ты за кадром. То есть держишь камеру, по чуть-чуть показываешь и об этом говоришь. Да, я, значит, снял двигатель, я взвесил его, получилось 32 там с копейками, ну, я здесь ставлю кадр. Взвесил, значит, этот резонатор. В принципе, двигатель, я думал, будет тяжелее, честно говоря. 32 килограмма, это как бы, ну, я думал, будет килограмм 40, там, что-то 45, может быть. Вот, что я делал? Проверял затяжку болтов еще по динамометрическому ключу. Ну, так, как бы, чтобы быть уверенным, что все протянуто и нету никаких слабых болтов. У меня, правда, там возникла проблема. У меня, значит, там некоторые болты оказались в отверстием под шестигранник, короче. И динамометрическим ключом, ну, нужен переходник с 1,4 дюйма на, получается, на биты под шестигранник, а бит под шестигранник нету. Ну, короче, в общем, я так рукой проверил, вроде затянуты. Вчера вот я взвешивал лопасти. Кстати, странно насчет лопастей. Получилось, что одна тяжелее другой на 9 грамм. Вот как бы не знаю, насколько это критично. Чуть позже я погуглил, оказалось, что это не критично, просто лопасти нужно отбалансировать. На сайте производителя есть как раз информация, вот статья есть, где описана методика, как это сделать. Вот в следующих роликах попробую по этой методике отбалансировать винт. Да, в общем, меня просили записать мотораму. Вот, я записал, не знаю, что о ней говорить. Если у меня никаких мыслей не будет, я вставлю музыку просто и все. Вот, потому что мотораму я бы хотел переделать, конечно, тоже, но, в принципе, я не знаю, может быть, она и так нормальная на самом деле. Мне кажется, есть, конечно, возможности, ну, есть, как это сказать, блин, ну, есть мысли, короче, как можно переделать. Если руки дойдут, как говорится, я переделаю. Зазор свечей, да. Вот это, кстати, интересно тоже. Мотор со свечами зазора 0,7 там. И я так понимаю, что это стандартный зазор в этих свечах. Почему-то они везде, ну, я так погуглил немножко, да, вроде 0,7 используют. Хотя в мануале по двигателю РМЗ-500 там написано 0,45. Вот, поэтому я, короче, зазор свечей подогнал под 0,45. Честно говоря, не знаю, как это правильно делается. Может быть, там и не надо молотком по ней стучать. Может быть, там как-то по-другому зазор меняется. Ну, короче, я так сделал, как сделал. Вот, в итоге, ну, в принципе, двигатель завелся, как бы нормально все. Уровень поплавка. Я не стал ничего в карбюраторе настраивать. Единственное, только вот уровень проверил, чтобы он был в горизонт с корпусом. Ванночка вот эта вот для поплавка вроде чистая, как мне показалось. Еще про дефлектор тоже. Ну, я, честно говоря, думаю, что такой дефлектор не очень. Ну, короче, дефлектор как дефлектор, я хочу сделать другой. Я вставлю здесь изображение, какой хочу сделать. Мне кажется, что он должен больше обдувать задний цилиндр. То есть это такой, как бы такая труба на задний цилиндр. Многие жалуются, что он без штатного охлаждения, он, ну, греется очень сильно, особенно задний цилиндр. И, кстати, насчет вот перегрева и прогаров поршней и тому подобное, я думаю, очень правильно было бы установить этот датчик выхлопных газов, ну, EGT, да, потому что по датчику головки цилиндров ты как бы не заметишь, что смесь какая-то неправильная, слишком бедная или слишком богатая, и из-за чего растет температура выхлопных газов, да и, собственно, прогорают поршня. Вот, поэтому хотелось бы, я думаю, наверное, установлю датчик EGT, тем более комплексный приборчик, который у меня там стоит,
сейчас. Я его сегодня еще не устанавливал. В следующем видео про комплексный переборчик, может быть, сниму. Вот. Комплексный переборчик, туда можно завести помимо датчика температуры головки цилиндров еще и датчик температуры выхлопных газов. Вот. Было бы здорово отслеживать как раз качество смеси таким способом. Да, вот, кстати, в резонаторе я заметил, когда он мне просто лежал на полу, я его поднимал, куда-то переносил, вот эти вот пружинки, там 3 пружины получается, там, она прям легко так отлетала руками, можно было снять. Вот. А когда я сейчас его ставил, ну, так пришлось так поднатянуть. Вот. Хотя, честно говоря, я думал, что если пружину снять, то его можно отсоединить от гофры. Оказалось, что она там по ходу дела приварена, короче говоря. Вот. И не совсем понятно тогда, зачем там пружины. Потому что я видел такую систему в Ротоксе, по-моему, там шарообразное такое, да, ну, колено такой, переходник получается. И он как раз пружинами затянут. Ты пружины снимаешь, и можно разобрать. Вот. А сейчас я даже не знаю, получается, что если я так пружины, я-то думал, что я могу, чтобы его выкатить из гаража, я пружинки типа снимаю, получается, болтик один откручу и поверну боком этот резонатор. А оказывается, так невозможно сделать. Ну, может быть, мне показалось, что он приварен. Я так подергал, но что-то он как-то не отваливается. Ощущение, что он приваренный, короче говоря. Ну, в принципе, пружины, скорее всего, здесь для того, чтобы, если он все-таки отвалится, если он приваренный, то чтобы он все еще продолжал там находиться, короче, как для подстраховки, я так понимаю. Еще момент про бронепровода хотел сказать. Наконечники на свечах прямые. Хотелось бы, чтобы на свечах наконечники были Г-образные, чтобы можно было эти наконечники какими-то, значит, пружинкой, да, или какой-то там, ну, зафиксировать, короче говоря, чтобы они не отлетели во время полета. Кстати, насчет свечей, да, хотел еще сказать. Я, наверное, тупанул слегка, потому что свечи Евгений Коваленко же новые прислал. Я просто подумал, что он прислал те свечи, с которыми он пробовал запускать двигатель, а потом до меня дошло, что это просто новые свечи, поэтому у них такой зазор. И да, свечи в соответствии с мануалом для двухтактных двигателей холодные NGK BR9ES. В электрике я вообще не сильно разбираюсь, поэтому у меня с аккумулятором сначала возникла заминка. Я вообще не понял, куда подключать, его нужно каким проводам, куда особенно плюс подключается, потому что, ну, минус понятно, там есть провод, а плюса типа нету. Я сначала затупил, думаю, куда его вообще втыкать, короче, как там это все подсоединять. А потом до меня доходит, что там Магдина, и ему, по идее, аккумулятор вообще не нужен. Вот. И, кстати говоря, даже не совсем понимаю, там, получается, он не заряжается от генератора. Там же в Магдина есть генератор, да? Вот. И в итоге, ну, я плюс накинул, минус точнее, а плюс, я так понимаю, идет на комплексный приборчик. Я так понимаю, что, в принципе, можно было и минус не подсоединять тоже. А вот так, наверное, в системе могут оказаться кусочки резины. Я где-то читал, что у кого-то, значит, кусочек резины в топливной системе попал в топливный насос, и из-за чего у него насос перестал качать топливо. Короче, я так понимаю, что вот это вот из-за этого может произойти. В общем, надо было, видимо, смазать, наверное, эту трубку алюминиевую, не знаю, или нагреть как-то, чтобы она полегче надевалась. Клемму надо бы как-то зафиксировать, наверное. Забавный способ приготовления топлива, значит, я снял бак, взвесил с топливом, рассчитал, значит, сколько бензина, исходя из его, значит, плотности, рассчитал его объем. И уже в соответствии с соотношением для обкатки двигателя рассчитал объем масла. А насчет топливной системы в целом хотелось бы сделать в этом баке дренаж, потому что он не сообщен никак с атмосферой, если крышка закрыта. И там создается пониженное давление, когда насос работает. Вот. И насосу тяжело вытягивать оттуда топливо, особенно что в груше еще этот клапан, значит, шарик там подпружиненный, и он тоже создает дополнительное сопротивление. Вот, поэтому надо подумать, да, насчет дренажа или крышку приоткрытую все время держать. Ну, лучше, наверное, дренаж сделать.
Далеко не сразу у меня удалось завести двигатель, потому что я не знал, например, выключатель зажигания, да, в каком положении он включен, в каком положении он выключен. Там 3 положения есть. Сначала я попробовал, ну, так, наугад, думаю, сначала одно включу, подергаю, другое включу, подергаю. На каком-то начнет схватывать. А он, короче, ни на каком не схватывает. В итоге пришлось выкручивать свечи и смотреть, где, на каком положении есть искра. Интересно, что искра, кстати, значит, на крайнем положении к себе он выключен, на среднем положении и на дальнем от себя искра есть в обоих случаях. Вот. Не знаю, есть ли там какая-то разница, но вот как бы по искре разницы я не заметил. Вроде она яркость одинаковая на обоих положениях. И, кстати, еще интересный момент заметил, что, по-моему, если я не ошибся, по-моему, искра там работает одновременно. То есть не правый, левый, ну, не передний, задний, а все время. И, в принципе, это хорошо, наверное, потому что, например, если поменять местами бронепровода, то ничего не изменится, скорее всего. Я просто помню видео, где Джонас Марченко, есть такой блогер там, американский. Короче, он тоже пытался заводить двигатель двухтактный, двухцилиндровый, Rotax какой-то. И они там минут, наверное, 20 мучились, короче, пока вдруг до них не дошло, что у них бронепровода местами поменены. То есть нужно искра от первого шла на второй, а от второго на первый. Вот. А здесь, я так понимаю, без разницы. Это, кстати, неплохо, да. Вот. Ну, я все равно, когда пытался заводить, сначала у меня ничего не получалось, потому что я зажигание не знал, как, в какое положение включить. Потом я подумал, что, может быть, бронепровода не так стоят, попробовал их поменять местами, потом обратно вернул. Вот. А потом, в конце концов, я заметил, что он схватывает, когда только-только груши прокачаешь, когда из карбюратора потечет, начинаешь заводить, и он тут же схватывает. И заводится он достаточно легко, если чуть-чуть приоткрыть дроссель, ну, то где-то на одну треть, может быть, где-то так. Вот. Он заводится сразу на оборотах, ну, достаточно высокие обороты, но потом потихонечку ты его опускаешь, и все, и он нормально работает. На самом деле, без проблем работает и запускается, если правильно все делать с самого начала. Свечи я не выкручивал. Ну, в целом, хорошо он работает на холостых, даже без винта. Нормально, устойчиво у него работа, обороты держит. Надо будет подключить комплексный приборчик, уже смотреть, какие обороты, отбалансировать винт и уже обкатывать двигатель с винтом. И продумать, чтобы выхлопные газы выходили в выхлопную трубу, потому что сразу заполняется все выхлопными газами. Это, конечно, не очень хорошо. Вот. И обкатка требует нескольких часов, там, по-моему, по мануалу. Вот, поэтому нужно выхлопные газы вывести. Вот. Ну, в целом работает все нормально. Мне, в принципе, понравилось, все неплохо. Ну, на этом, пожалуй, все. Всем пока. Напишите, как вам такой формат. Продолжать такое видео снимать или покороче ролики делать все-таки. Очень хотелось запустить двигатель. Блин, капец, пар идет, ё-моё. Блять, какая-то хуйня, короче, слушай. Так, давай заново. У меня очки запотели, пиздец. Да, по кусочкам надо точно. Привет. Нормально. Короче, вступление, считай, есть. Я же еще в прошлый раз записывал. Что я там записывал? Я проверял. Блять, у меня была где-то записана, сука. Ой, блядь. Я заебусь это монтировать, блядь. Попробую. Блядь. Кто мне тут пишет, блин? Не знаю, блядь, Моторама, короче, блядь. Ну, что с ней, блядь, что о ней говорить? Я переделаю, если у меня получится там что-то переделать. Если не получится, не буду ничего переделывать, блядь. Даже не знаю, нахера это про эту Мотораму. Там просто фишка в том, что там, блядь, кадров до хера про эту Мотораму. А говорить что-то надо, блин. Короче, я не знаю, блин, Моторама. Короче, там Моторама. Что-нибудь из этого интересного можно будет хоть вырезать, блядь, вставить в ролик. Херня какая-то. Г-образный конец он на свече надевается, а прямой конец получается же на катушке, да? Ну, короче, ну, вы поняли, короче говоря. Вот. А прямой конец одевается, блядь, катушка это или что, интересно, блядь, я даже не знаю, честно говоря.